Здравствуйте! В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе, и как всегда мы говорим о главных, самых значимых событиях в мире футбола. Ну, конечно, делаем акцент на отечественных событиях. И хочу начать с игры российской премьер-лиги. Игра, которая всегда выделяется, и так много вокруг этой игры случилось, что придется нам даже разделить на две части. Поговорим сначала о матче «Спартак-ЦСКА», который состоялся в минувшее воскресенье, ну а потом уже во второй части поговорим о других матчах. Просто вынужден это сделать, потому что слишком уж много событий было связано с этой центральной, безусловно, игрой. Вообще вывеска матча «Спартак-ЦСКА» или «ЦСКА-Спартак» это всегда фирменная, яркая, привлекающая внимание даже болельщиков других клубов игра. Настоящее дерби, то, что принято называть настоящим дерби, это неумолимые болельщики, которые готовы простить руководству клуба, главному тренеру, футболистам все что угодно, но только не безвольную, плохую игру в матче с своими главными оппонентами, врагами, чего уж тут говорить. Вот во время матча, который состоялся в воскресенье, «Спартак-ЦСКА», было все. Был хороший футбол, которого ждут от этого матча, от встречи этих соперников. Была интрига, были забитые красивые мячи, были столкновения на поле и вне поля, были потом колкости и угрозы судебным разбирательством от руководства клубов, вообще нелицеприятные всякие выражения. Ну и в конце концов уже давно не обходятся такие матчи без драк фанатов. Тоже были и до матча, и после матча, и чуть ли не во время матча произошли тоже столкновения. Были обидные баннеры. Ну, в общем, все, что сопровождает этот матч ЦСКА-Спартак со всеми плюсами и минусами. Было все. Надо сказать, конечно, о самом футболе. Здорово, очень хороший показали футбол, на мой взгляд, футболисты. Здорово они играли, с желанием, не жалели себя и соперника. Иногда даже это переходило рамки разумного. Я имею в виду, конечно, случай с Веллитоном, который врезался в Игоря Акинфеева, нанес ему, видимо, серьезную травму, судя по всему. В общем, ни ЦСКА, ни сборной России, конечно, это не здорово. Чего уж тут говорить. Хотя у сборной есть и другие голкиперы, которые, я думаю, могут отстоять не хуже, чем Игорь Акинфеев. Но если бы у Дика Адвоката был выбор, все-таки было бы, конечно, здорово. Да и вообще жалко Игоря Акинфеева. На ровном месте придумал Веллитон эту травму для Игоря. Сейчас многие говорят, что голкипер вышел за рамки вратарской площадки, уже становится полевым игроком, против можно играть, в общем, как против полевого игрока. Ну, во-первых, Веллитон играл с нарушением, даже если бы это был полевой игрок. И во-вторых, все равно голкипер остается голкипером. Это два. А во-вторых, в-третьих, вернее, Веллитон замечен вот в такой грязной игре против голкиперов уже не первый раз. И вообще-то главному судье этой встречи надо было быть, конечно, пожестче в этом эпизоде, памятуя о том, как себя Веллитон вел с тем же Акинфеевым и как он поступил с вратарем тогда еще московского «Динамо» Габуловым, когда сломал ему лицевую кость. Это надо пресекать такое поведение. Это вообще в таких матчах могло бы привести вообще к непредсказуемым событиям. Хорошо, армейцы сдержались и все-таки не стали устраивать свару и драку на поле, которая бы тут же переметнулась, скорее всего, и на трибуны. Вот это зависит все-таки от главного судьи и от инспектора матча и так далее. Веллитон за провокационные действия на поле должен быть наказан. Дело не в том, что он там очень грубо нарушил правила против Игоря Акинфеева или не очень, там следовало там желтую карточку давать именно за это нарушение или нет. Он фактически провоцировал беспорядки на поле своим поведением. Не первый раз уже. И, на мой взгляд, это должно пресекаться абсолютно жестко. Тем более в таких матчах, как ЦСКА-Спартак. Ну, что касается самой игры, наверное, те, кто смотрел, а те, кто увлекается футболом, не могли пропустить эту игру или хотя бы потом прочесть о том, как развивались события. Ну, тем, кто вдруг этого не знает, вкратце расскажу. Вначале открыли счет сначала спартаковцы, повели в самом конце первого тайма 1-0. Там была ошибка позиционная защитников армейцев. Вот. Ну а во втором тайме здорово прибавили армейцы, забили 2 мяча, повели. И в общем ошибка
сменщика Игоря Акинфеева привела к тому, что спартаковцы сравняли счет. Честно говоря, по второму тайму мне армейцы понравились больше. И хотя и говорят, что заслуженный результат ничья 2-2, на мой взгляд, все-таки заслуженной была победа армейцев. По разным причинам, в том числе из-за безобразного поступка Велитона. Это лично моя позиция. Ну вот это то, что произошло с Велитоном и Акинфеевым. За этим последовало развитие событий. Генеральный директор ЦСКА, на мой взгляд, тоже допустил просто безобразную выходку абсолютно. Сказал о том, что теперь Велитону надо ходить осторожнее по улице и оглядываться, потому что некоторая часть радикальных фанатов ЦСКА готова ему отомстить за Акинфеева. Это не должен произносить генеральный директор клуба. Как бы мы ни оценивали поступок Велитона, но это не разговор генерального директора одного из лучших российских клубов. Да, так могут выражаться вот те самая радикальная часть, но никак не официальный представитель. Карпин заявил о том, что тоже в свою очередь генеральный директор и еще пока, как я понимаю, главный тренер армейцев, хотя все может, спартаковцев, хотя все может быть после событий. Ну, имеется в виду, конечно, больше даже не эта игра, а матч с Легией и вылет из Лиги Европы. Вот. Но Карпин сказал, что подаст в суд на генерального директора. Вы знаете, вот Карпину бы разобраться со своими игроками, да, в том числе и с Велитоном, прежде чем подавать на кого-то в суд. В общем, все стороны здесь ведут себя, на мой взгляд, не сдержанно и непрофессионально. Не надо... Надо подтягивать до своего уровня как раз фанатские массы, а не опускаться до их уровня. Да? Вот здесь как-то надо меньше эмоций, больше прагматики и какой-то профессионализма хотелось бы видеть от этих людей. Так же, как и от моего коллеги Дмитрия Губерниева, который позволил себе в перерыве матча, ну, правда, не знали они с Горделенко о том, что часть их разговора вдруг попала в эфир, позволил себе нецензурные выражения в отношении голкиперов. Правда, потом Дмитрий говорил о том, что он говорил почему-то о голкипере Дании, непонятно, откуда там Дания взялась. Но, в общем, все поняли, что он говорил о сменщиках Акинфеева, что Акинфеев вот получил травму, и теперь где вот эти голкиперы, они ему в подметке не годятся, и там были нецензурные выражения. Да, там пытались это представить все как эмоциональный такой какой-то выплеск, но, знаете, эмоции, они хороши на кухне у себя, а не в то время, когда ты в любой момент можешь выйти в прямой эфир. Где-то вот здесь должно быть все-таки уровень профессионализма журналиста, тем более, ну, Губерниева мы знаем как высокого профессионала. Вот. Но, может быть, это излишняя звездность этого комментатора, излишняя его пафосность, может быть, вот сказалась на его поведении. Да, все-таки надо держать себя в рамках, безусловно. Пришлось отвечать даже на запросы журналистов, РФПЛ, РФС и так далее, руководителю канала «Россия-2», где вот этот инцидент случился. Ну, вот в такой обстановке проходил этот матч, в такой обстановке он закончился. И я думаю, что еще долго то, что произошло и с судейством, и с Велитоном, и со всеми этими высказываниями, в том числе и комментаторов, я думаю, еще долго эхо этого матча будет разноситься. Хорошо это или плохо? Не знаю. Но во всяком случае пиар нашему футболу добавляет, интереса какого-то. Хотя мне кажется, что интереса должна добавлять сама игра. Тем более, что она была достойной. Ну что ж, в следующей части нашей программы поговорим о других событиях в российской премьер-лиге в прошедшем туре. Тем более, что много интересного там было. Гия Саралидзе, это «Вестник Кавказа».